привет, с вами Мистер Ганс, и это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я продолжаю рубрику «Каждый мон обзор». И героем сегодняшнего видео станет мой любимый астромон Анубис. Он является легендарным астромоном, и получить его можно либо поймав на локациях, либо собрав во фьюжене. Вариант с покупкой за 3000 рублей не советую. Начнем с огненного. Он является танком и имеет скиллы, хорошо подходящие для того, чтобы быть в защитной команде. Первый скилл станет одну цель с 80% шансом на один ход. Второй скилл делает его агрессором по хп. Данного Анубиса также можно использовать в башне элементов, в башне хаоса, на драконе, также во всех аренах и апекс батлах. Хоть он и является танком, но стихия огонь страдает от силы водных атакеров. Чтобы Анубис огня жил, нужен хороший критический резист, иначе он будет умирать с пары критов. Вариантов, как сделать его, много. Можно ставить как 3 хп, так и критический шанс и 2 хп, деф и 2 хп. Из сетов гемов подойдет любой, кроме сетов со статом Recoverity. По характеристикам Анубису огня не хватает защиты, поэтому если вы хотите именно танка, то нужно, чтобы статы защиты был выше 5000. Также не забывайте про резист. В контроле толку от мона не будет. Из-за разнообразия сетов гемов Анубис огня может быть атакующим агрессором, танком или же полусаппортом. Из супер вознесения порекомендую резист, восстановление маны, самоотхил и сифон. Следующий водный Анубис мой любимый атакер и поистине очень сильный мон для любой арены. Также его можно использовать во всех подземельях, титанах и вообще где угодно. Анубис воды является самодостаточным моном, так как он имеет первый скилл раскол брони с 60% шансом на 2 хода и второй скилл хищник на 50%. Второй скилл делает Анубиса поистине серьезным дамагером, даже антистихии не выдерживают такого урона. А после супер эволюции на третьей ульте и вовсе любая деф-пачка ляжет. Что касается гемов, я рекомендую 3 варианта. Сет на критический шанс, гемы крит шанс, крит дамаг и атака. Второй вариант – сет на критический дамаг, гемы, крит шанс и 2 атаки. И третий сет на сифон, гемы на критический шанс, атаку и крит дамаг. Сам я использую первый вариант и очень им доволен. Не забывайте про деф и хп, без них Анубис будет быстро умирать. Но без резиста тоже никуда, как и без крит резиста. Из скиллов супер вознесения порекомендую урон по монам с наименьшими показателями защиты или щит от атаки. Далее поговорим о травяном Анубисе. Он также неплохой атакер, но в отличие от водного урона у него поменьше, и в защите трава хуже, нежели вода. Но тем не менее он имеет оба скилла – охотник, и увеличивает свой критический дамаг на 50%. Из этого следует, что для него подойдут сеты на критический шанс, крит дамаг или смежные, с гемами на крит шанс, атаку и крит дамаг, либо крит шанс и 2 атаки. Остальные сеты также можно ставить, но урона будет меньше. При максимальной сборке показатели защиты и хп у него как у среднего атакера, поэтому продолжительный бой оно без травы не выдерживает. В основном можно использовать его для атакующих команд на любых аренах, но лучше брать в команду хилов и саппортов. Также можно использовать его в любых подземельях. Из скиллов супер вознесения подойдут как на водного, но я бы рекомендовал склоняться к щиту, зависящему от атаки, вместе с бастион сетом, для его полной защиты щитами и спокойно атаковать врагов. Следующий Анубис света, и он так же как и огонь является танком, но несмотря на то, что он не агрессор как огненный, он гораздо лучший танк, нежели его брат, хотя его набор скиллов более подходит для него как для саппорта. Первый скилл снижает защиту одной цели с 100% шансом на 2 хода. Второй скилл с 80% шансом вешает дебаф на всю команду, который снижает уровень маны врагов на 30%, длительностью на 2 хода. Его уровень базовых хп повышен, поэтому можно смело ставить 2 дефа и 1 хп. Сеты могут быть различны, но нужен хороший резист и крит резист. В бою он может долго держаться, но много дамага он не нанесет. Как танка-саппорт он очень хорош, особенно в защитную команду светлых монов. Из скиллов супер вознесения хорошо подойдут резист, фулл баф брейкер, сифон, самоотхил и восстановление маны всей команде при атаке. Использовать Анубиса света можно во всех подземельях и аренах. Он очень хороший помощник и отличный танк. Ну и последний на сегодня Анубис тьмы. Этот мон просто создан для арены и отлично дополнит команду как темных деф-агрессоров, так и команду саперов.
Первый его скилл с 70% шансом вешает на 2 хода на одну цель 2 сапа. Второй скилл делает его агрессором по дефу. В правильной команде он заиграет как одно целое. Анубиса тьмы можно сделать двумя способами. Как деф агрессора, я рекомендовал бы так и делать. Сеты Армор, Бастион, Пигулист и Руин. Гемы ставить на 3 дефа. Можно экспериментировать, добавляя критический шанс. Но самое лучшее, если вам попадется в доп-статах показатель крит шанса выше 50%. Второй способ — сделать из него полутанка сапера, поставив хиллер сет, либо сеты на резист и защиту. Гемы тогда нужны 2 дефа и хп, либо 2 хп и деф. Для такой вариации нужно уравнять статы как для танка. Он не будет дамажить как агрессор, но как сапер заиграет. Из скиллов супер вознесения подойдут сифон, увеличенный дамаг по целям с низким показателем защиты, самоотхил, восстановление маны команде при атаке и резист. По итогу могу посоветовать сделать всех анубисов, потому что каждому вы сможете найти применение в тех или иных сражениях. Ну и на этом я заканчиваю обзор анубисов. Надеюсь, вам было интересно и вы поставите лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и оставите теплый комментарий. На этом все, друзья. С вами был Мистер Ганс. Всем удачи. Всем пока.